Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты. И, как я обещал, у нас сейчас третий эфир, который будет посвящен социологии победы Трампа. И здесь нам помогут два человека, один из которых впервые у нас будет в эфире, это будет его дебют, Майкл Васюра. Он американский журналист из Мичигана, который живет в Вашингтоне. Был корреспондентом журнала Newsweek в Украине. Он написал книгу «Люди в вашем соседстве», и там на примере городка в Мичигане показал, как появление Трампа начало изменять социальные связи и, ну, собственно говоря, их форматировать. И поэтому у него такое как бы социологическое понимание этой ситуации. Значит, Анастасия Пилявский, которая у нас уже несколько раз была в эфирах и постепенно превращается в нашу суперзвезду, она тоже не чужда американской теме и, скажем так, культурологических и социологических исследований, связанных с США, поскольку, во-первых, она жила в США, а во-вторых, она сейчас пишет как раз книгу про культурные войны в Соединенных Штатах и откуда взялся новолевый воукизм, как бы, да, как его говорят, называют. И книга называется «Затмение. Как американские левые сбились с пути». И Анастасия как раз вот на своем опыте в том числе покажет, как она, собственно говоря, начала дрейфовать от демократического лагеря, который в свое время поддерживала в сторону центра, как сейчас в самих Соединенных Штатах говорят, что демократы настолько зашли вот влево, что пора бы им как бы вернуться ближе к центру для того, чтобы вернуть подрастерявшийся электорат. Потому что я напомню, что если на прошлых выборах за Байдена проголосовало, по-моему, 81 миллионов с копейками американцев, то за Харрис проголосовало 68 миллионов. То есть демократы существенно потеряли свой электорат. Ну и, собственно говоря, сейчас мы об этом будем говорить. Майкл и Анастасия, привет. Привет. Добрый вечер. Да, ну и первый вопрос, давайте начнем с Майкла, как бы там, да. Первый вопрос будет такой, в принципе, вот эта вот ситуация с выборами, она для многих оказалась шоком, потому что, скажем так, многие ожидали, что Трамп победит, но никто не ожидал, что эта победа будет носить такой тотальный лобовой характер. И вот вы, как человек, который занимался исследованием, скажем так, социальных групп, которые поддерживают Трампа, миграцией различных социальных групп от электората Демпартии в сторону Трампа, либо там в сторону независимых, как вы оцениваете вот вообще результат выборов? Почему противники Трампа, вот почему они оказались в столь сложной ситуации и не смогли понять, что он подхватил, скажем, наверное, те настроения, которые будоражат американское общество. И в результате произошел такой существенный поворот в среде латиноамериканцев. Даже чернокожие проголосовали, 15% проголосовало за Трампа. И это оказалось абсолютно нереальным там еще несколько лет назад. Вот. Для людей, которые не поддерживают Трампа, очень тяжело понимать, как человек может смотреть на него и решить, что вот, это то, что я хочу, как свой президент. Потому что он сильно отличается от всех остальных кандидатов, которые у нас были в нашей истории. Он выступает во время дебаты и придумывает истории о том, как мигранты съедают домашних кошек и собак. И для десятки миллионов американцев, такие выражения, это просто исключает его как возможный главнокомандующий. И нам могу сказать, потому что это не секрет, я был против Трампа 3 раза. Нам очень тяжело понимать, как наши соседи, которые не глупые, которые являются хорошими профессионалами, зубные врачи, водители, полицейские, юристы, бухгалтеры, как они могут смотреть на Трампа и решить, что вот это мой главнокомандующий. 3 раза уже подряд Трамп был кандидатом из республиканской партии в 2016 году. Все ожидали, что он проиграет.
он показался лучше, чем ожидано. В 2020 году все тоже ожидали, что проиграет, и чуть не победил. И в этот раз, в день выборов, все сказали, что это более-менее 50 на 50, надо бросать монетку, чтобы понимать, кто победит. И был не так. Третий раз подряд, намного больше, чем ожиданно, моих соседей проголосовали за Трампа. И в конце концов, мы, как народ, просто хотим его. И благодаря демократический процесс мы всегда получим то, что мы хотим, и то, что заслуживаем. И вот наш результат. Ну и при этом вот Михаил Штенбок бросает данные, которые показывают там, что в 2020 году Трампа поддержало 74 миллиона 216 тысяч 747, в 2024 72 миллиона 756 919, соответственно, у демократов, то есть явка, получается, проголосовала меньше, но в абсолютных показателях у демократов намного меньше, еще больше проголосовало. И получается, что Трамп сумел сконсолидировать не только сконсолидировать свой электорат, и вот этот маневр с Венсом, который он осуществил, и все гадали, зачем он, собственно говоря, его поставил, потому что он ему голосов не добавит. Это такой вот, как бы, такое ядрение некуда, как бы там, да, вот. Но оказалось, что ему удалось перетащить на свою сторону те социальные группы, которые раньше за него не голосовали. А вот у демократов, наоборот, вот это вот разношерстная, разноплановая, как бы, различные социальные группы, которые в абсолютных показателях больше, чем обычно электорат был у республиканцев, но они оказались вот распределены, и я так понимаю, что ключевая проблема, которую Харрис не смогла решить, это то, что она просто не отмобилизировала электорат демократов настолько, что часть людей просто не пришли на избирательные участки, и поэтому оказалась меньше явка, там, чем ожидалось. А часть просто ушла к Трампу, и несмотря на то, что вот на 2 миллиона меньше за него голосовало, чем в прошлый раз, но в сумме на фоне падения демократов это дало такой ощутимый рывок вперед на самом деле. Да, это факт. В почти каждом штате. Думаю, что буквально в каждом штате. Харрис показалась хуже, чем Байден. Даже в штате, как Нью-Йорк и Иллинойс, где демократы всегда победит, ее победа была не настолько значительна, как ожиданно, как обычно. Но это реально из-за того, что мы, как народ, хотели, чтобы Трамп стал президентом. Я не знаю, что было бы, если Байден ушел в январе, и у демократической партии была настоящий праймериз, и партийные люди избирали другого кандидата. Может быть, все было бы по-другому. Но я очень сомневаюсь. У нас уже, как я сказал, третий раз подряд, когда Дональд Трамп показался намного лучше, чем все ожидали. И даже если кто-то другой был бы кандидатом из Демпартии, я очень сомневаюсь, что тот кандидат победил бы. Просто мы хотели Трампа, и мы показывали это. Майкл, когда вы свою книгу писали, изучали, условно говоря, настроение своих соседей в этом городке в Мичигане, как бы там, да, то какие аргументы приводили различные представители различных социальных групп, почему они начинают голосовать за Трампа? То есть какая базовая мотивация? Потому что тут в чате один из наших зрителей вспомнил этот клинтоновский слоган, который в 92 году позволил Клинтону победить. Это экономика, дурачок, it's the economy stupid. Можно ли говорить о том, что Трамп, в основе победы Трампа в значительной степени лежал обращение к экономическим проблемам, элементарным и мигрантская проблема, которая опять-таки связана с экономикой, потому что вытеснение американцев, граждан США из-за большого количества мигрантов приводило опять-таки к перекосу в экономике и их возможности получать какие-то доходы. И это сработало. Простой аргумент такой, он сработал. На самом деле, подавляющее большинство людей, которые голосуют за Трампа, это и в 2016 году, и сейчас, говорят про экономику.
дело в том, что экономика в 2016 при Обаме была в хорошем состоянии. А в 2020 году, когда Трамп пытался переизбираться, конечно, у нас была пандемия, и все было странно, непонятно. Но в этом году в Америке, в экономике, все не так плохо. Да, инфляция есть. И все замечают это. Но сказать, что тяжело найти работу или тяжелее зарабатывать достаточно, чтобы жить, чем было 4 года тому назад или 24 года тому назад, нельзя. Реально. У нас не все так плохо. С мигрантами тоже. В принципе, ничего не изменилось. Ситуация, в котором люди нелегально пересекают границы, потому что они могут зарабатывать неофициально в Америке намного больше, чем в Мексике или в Гондурасе. Это не новое. Это всегда было. Количество людей, которые приезжают, не сильно отличается от количества, которое было раньше. Есть больше семей теперь. Не просто мужчины, которые приедут, чтобы зарабатывать. Но дело в том, что электорат Трампа, особенно владельцы маленьких бизнесов, много зависит от нелегальных мигрантов. В моем родном Мичигане молочные фермы, земледелие, которые выращивают ягоды, они не могли бы работать без этих мигрантов, которые готовы реально, упорно работать за копейки, относительно от американцев. Все, которые говорят про экономику и про мигрантство, не могут объяснить, чем ситуация отличается от предыдущих ситуаций. И просто, в конце концов, они голосуют за Трампа, потому что хотят его. Им не страшно, что человек выступает и говорит о том, как мигранты съедают кошек и собак, и вспоминает про... это было. Размер мужского органа легендарного гольфиста. Трамп просто такой человек, и каким-то образом мы хотели его, и получили того, что мы хотели. Настя, ты хочешь что-то сказать? Да, я думаю, что тут две вещи произошли. Мне кажется, уже давно достаточно известно, вот, например, с такой, наверное, самой лучшей книги о трампистах, написанной, она называется «Чужие на своей земле», Strangers in Their Own Land, Арли Рассел Хосчайлд, социолог, описывала то, почему трамписты все-таки люди голосуют в Америке за Трампа, и ответ действительно, что это отчаянная нищета глубокой Америки, экономическое бесправие, отторженность. То есть, с одной стороны, вопросы, конечно, экономические, это не значит, что стена с Мексикой изменит ситуацию, но нелегальные иммигранты, которые работают за несколько долларов меньше в час, они точно так же, как они могут быть удобны малым бизнесом, они, даже если в этом нету прямой экономической логики, они действительно пугают рабочий класс. И на этом, конечно же, можно играть, и на этом очень часто играют политики не только в Штатах, но и в Европе, естественно. Вот. Опять-таки, экзит-полы, как уже было сказано, они говорят о том, что экономика была ключевым вопросом для избирателей, инфляция, эмиграция нелегалов, экономическое обещание Трампа, да, он обещал, точно так же, как он пообещал положить конец русско-украинской войне за 24 часа, он тоже пообещал положить конец инфляции. Также масштабное снижение налогов, что тут очень забавно, это то, что он обратился как и к самым богатым, так и к самым бедным в этом, потому что он пообещал, например, снизить чаевые, то есть снять налоги с чаевых, сделать их необлагаемыми налогом, отменить налог на выплаты по социальному обеспечению, а также, с другой стороны, сократить корпоративный налог.
Он предложил также защитить американский бизнес, наложить новые тарифы около 10% на большинство импорта и китайского импорта до 60%. Ну, то, что, по мнению большинства экономистов, такая налоговая политика, тарифная политика, она приведет к серьезному экономическому кризису именно для людей, которые зависят от китайских продуктов, никого не интересует, звучит хорошо. То есть, с одной стороны, да, экономика, с другой стороны, в контексте исследований, которые я сейчас делаю, этнографических, социологических, при написании моей книги, я общаюсь с большим количеством демократов, людей с политически левой стороны, и то, что они мне говорят, это повторяется из интервью в интервью. Они говорят, что они ощущают себя политически отторженными, политически бездомными. То есть вот это новое левое, так называемый вокизм, значит, обсуждение вещей, которые абсолютно 30 лет назад или даже 20 лет назад не интересовали и до сих пор не интересует такой центральный ядровой электорат демократов, он отторг людей. То есть я, в принципе, я сейчас смеюсь, когда меня спрашивают, где я нахожусь политически, я говорю, что я правенький марксист, да, то есть вот люди, с которыми я говорю, они именно люди, которые были и являются членами labor unions, профсоюзов, они интересуются вопросом экономическими, налоговыми, значит, субсидий на детские садики, оплата за школы, медицину и так далее. А вот эта новая политика, новый дискурс, связанный с телесами, с сексуальностью, с трансгендерностью, ролью женщин в семье и обществе. Их это очень сильно отторгло, и вот они, казалось бы, в это время люди бы пришли голосовать за чашку чая вместо Трампа, они просто не вышли голосовать. То есть тут вот два этих момента. Угу. Майкл, вопрос такой. Вы вот в принципе хорошо понимаете политический ландшафт Украины и России, да? И насколько для вас Трамп вот напоминает Жириновского? То есть можно ли говорить о том, что он похож на Жириновского и действует в такой же логике? Потому что Жириновский покойный тоже был часто груб, не стеснялся в выражениях называть вещи там, что говорится, своими именами. Но в отличие от Трампа, мне кажется, что Жириновский играл все-таки свою специфическую роль по своим специфическим известным ему правилам в рамках взаимоотношений с Кремлем, где вот эта роль позволяла ему выполнять такую функцию громоотвода и функцию, скажем так, человека, который проводил зондаж возможных направлений политики касательно внутренней, внешней, там, да, и который собирал при этом людей, которые вот подобного рода эксцентрика, такие эксцентричные вот вещи, которые Жириновский произносил, очень нравились. И в этом плане мне кажется, что Трамп более субъектен, чем Жириновский, потому что у Трампа больше самостоятельного ресурса, сама по себе политическая система США, она тоже подразумевает разнообразие, много центров силы, в отличие от России, где после непродолжительного периода 90-х и правления Ельцина, в общем-то, все свелось к старой доброй системе, где Кремль определяет правила игры, определяет, кто в каких рамках работает, и кто исчезает или кто появляется. Вот что вы на это скажете? Да, я согласен. Это хорошее описание. Трамп, конечно, независимая фигура. Но его манера речи и реально содержание того, что он говорит, это очень похоже на Жириновского. Когда я был в России первый раз, когда Трамп избирался, и было тяжело объяснить людям, почему Трамп настолько противен многим американцам. И когда я начал говорить, что он выступает как Жириновский, они поняли, о чем я. Почему такая фигура может быть противен? Дело в том, что, конечно, Жириновский в последние 20 с нескольким лет своей карьеры существовал, чтобы Путин
показался более типа умеренным, рациональным избирателем в России. То есть Кремль, конечно, использовал Жириновского как клоун, чтобы все смотрели на него, и потом на Путина, и, конечно, выбрали Путина между ними. Дело в том, что мы уже второй раз избирали своего Жириновского. И это очень тяжело объяснить, типа, экономическими причинами или другими. У нас 3 раза был выбор между американским Жириновским и довольно скучным обычным кандидатом. Конечно, у Хиллари были свои проблемы, у Байдена тоже в 2020 году, у Харрис тоже. Но, по крайней мере, и Клинтон, и Байден, и Харрис могли бы в 2012 году, например, выступать как кандидат, и никто не сказал бы, что это странный человек совсем. Они были в эстаблишменте, они были более-менее мейнстрим. Трамп нет. И в 2016 году даже большинство республиканцев поняли, что Трамп – это что-то странное. Когда он стал кандидатом, начали поддерживать его. И эта поддержка продолжается, несмотря на то, что он только стал хуже. Его выражение – это просто стал более похож на клоновский Жириновский, и тем не менее, как вы очень хорошо описали раньше, он набирает и еще голосов. И это есть. Угу. Вопрос еще такой, который украинцам многим непонятен, и вообще, наверное, для постсоветского пространства, там, да, он непонятен. Это вопрос, почему на американских выборах стоит вот настолько высоко проблема абортов. И вокруг этого просто ломаются там целые копии десятилетиями. Там, да? Вот десятилетиями каждые выборы, проблема абортов, что скажет один кандидат, что скажет другой. Там демонстрация активистов с одной стороны, с другой стороны. Вот почему она настолько занимает такое большое место? Вот что за этим, какие факторы, какие социальные группы за этим стоят? Вот чтобы мы поняли. Да, это довольно старая история. В 70-х годах консервативное движение среди республиканской партии начали использовать тему аборта, чтобы активизировать поддержку среди верующих людей, в основном evangelical Christians, верующие протестанты. В принципе, тогда республиканская партия распространила этот вопрос в обществе. До этого было не под вопросом. Скажем так, не был острый вопрос. Но последние уже, 50 лет, республиканская партия, они выступают за ограничение права на аборт, и демократы наоборот. И республиканцы делают это, потому что они очень зависят от этого контингента сильно верующих людей. Оттуда эта история. И потом, во время президентства Байдена Верховный суд решил, что незаконно федеральному правительству делать гарантии на право делать аборт в Америке. И теперь каждый штат выбирает свои политики по аборту. В Калифорнии ничего не изменилось, но в Алабаме, например, аборт стал намного менее доступен женщинам, даже женщинам, у которых есть проблемы здоровья или которые носят зародыш, которые являются результатом изнасилований. Им намного сложнее делать аборт. Но политика зависит от штата теперь. Угу. Понятно. Настя, ты что на этот счет думаешь? Я бы хотела немножко рассказать о немножко более длинной, чуть-чуть отойти назад, более длинной истории, почему аборт и вещи вообще связанные с телом, с сексуальностью, репродуктивностью, как они вообще стали важными и что это вообще такое. То есть в той истории, которую я сейчас пытаюсь понять,
все вопросы, связанные с телом и сексуальностью, они вот начали раскручиваться с конца 70-х, с 80-х годов, когда как бы обычно считается, что которые положили начало культурным войнам в Штатах. Вот. И немножечко рассказать, что такое культурные войны. Это очень важно, мне кажется, понимать, как для понимания американской политики, но также и того, что происходит сейчас в Украине и может сейчас разворачиваться вот на политической арене, когда она откроется опять после войны. Значит, культурные войны, мы привыкли к этой фразе, но что же это такое? Это переход в политическом диалоге от вопросов экономических, как я это вижу, к вопросам морально-экзистенциальным, к вопросам убеждений и ценностей, которые для людей вот просто фундаментально важны. То есть культурные войны – это уход от обсуждения того, как должны распределяться ресурсы в большом обществе, в государстве, что, собственно, является центральной задачей и функцией вообще современного государства, от экономических, то есть вопросов о заработках, налогах, финансировании медицины, армии, образовании и так далее, пенсиях, к вопросам, как должен быть устроен мир, как должна быть устроена вся жизнь, вопросов об идеалах и ценностей, которые не ограничиваются необходимостью сосуществования в государстве многих людей, а которые, как настаивает каждая сторона в этих войнах, свято верящие в эти свои идеалы или ценности, должны вот регулировать жизнь, все части жизни всех людей в этом обществе. Вот. То есть в европейской истории самой такой гигантской катастрофой до Второй мировой войны была именно вот такая культурная война, которая уничтожила миллионы людей, уничтожила треть населения Германии, уничтожила экономику. И это происходило в 16 и 17, между 16 и 17 веком. 100 лет было так называемых войн религий, которые закончились 30-летней войной и, в принципе, стали и основанием, стали импульсом для того, что мы сейчас называем просвещением, и создание философами современной политической современности. Да? То есть значит, после войн религий философы, как Джон Лок и его окружение, они начали очень срочно и очень серьезно, очень усиленно думать о том, как бы сделать так, чтобы это не повторилось. Да? Вот never again, но в 16-17 веке. И что же они придумали? Они придумали очень элементарную идею, очень простую, которая является фундаментом вот того современного политического мира, в котором мы как бы хотели бы жить, вот той вот европейской политической современности. Что же это за идея? Идея очень простая, но очень жизненно важная. И она состоит в том, что предмет политики должен был быть ограничен. Он должен быть ограничен вопросом, опять-таки, распределения ресурсов и прав на эти ресурсы в государстве. А все экзистенциальные, моральные вопросы, вопросы о вере, ценностях, скрепах, политики не должны принадлежать политике. Это удел церкви, религии, сферы приватной, частной. Эти решения должны происходить в семьях, в приходах, в общинах, но эти вопросы не должны решаться государством и не должны быть частью политического дискурса. Вот. Так что можно сказать, что политическая современность – это как бы система защиты от культурных войн. Вот. И вот сейчас мы возвращаемся обратно к Штатам и вспоминаем о том, что вот с 80-х годов эта система начала просто фундаментально рушиться. Именно когда в политическую повестку начали вклиниваться и начали ее формировать вот эти евангелистические христиане, о которых уже Майкл упомянул, когда телеевангелисты вошли в офис Рейгана, помогли ему победить, и тогда политическая повестка вначале у республиканцев, к которым прильнули эти христиане, и потом зеркально у демократов повестка перешла от, опять-таки, вопросов о доходах, налогах, профсоюзах, пенсиях и так далее, к вопросам, которые все крутятся вокруг
тело, включая расу, цвет кожи, сексуальности, репродуктивности, роли женщин в семье, вокруг тех морально-экзистенциальных вопросов, которыми озабочены христиане, такие правого склада в Америке. То есть сейчас эти вопросы развились в вопросы прав трансгендеров, которые схлестнулись с третьей волной феминизма, ну и аборты опять и опять, которые всегда камнем преткновения были вот именно с начала этих культурных войн. Это такой первый был их маячок. Вот поэтому эта тема так вот горит сейчас. И раздирает, конечно, электорат, и отторгает тот электорат, который действительно интересуется экономическими вопросами. А это не только глубинная Америка, которая живет в трейлер-парках, о которой Hochschild писала в своей книге. Это также просто 70-75% по всем опросам американцев и справа, и слева, которых не интересуют. У них даже нету позиции по поводу трансгендерных прав. Их просто этот вопрос не интересует. И, естественно, политика, которая как бы подогревается этими вопросами, она отторгается. Вот. Мгм. Как-то так. Ну, это напоминает вот то, что я на прошлом эфире говорил, что это напоминает мовное питание в Украине, исторические вопросы вот эти все, которые в конечном итоге стали эрзац заменителем в принципе как бы постановки в основной дискурс как бы, да, правильных вопросов относительно курса, которым идет страна. И в результате вот точно так же, как и в США, у нас просто свои тут какие-то основания, там, отличные от американской ситуации. У нас получилась ситуация, когда, в общем-то, возникла ширма из вот этого вот мейнстрима отвлекающих тем, и мы все время пропускали в своей повестке необходимость реагировать на ключевые темы, от которых зависело будущее страны. И потеряли кучу времени. И вот в результате это все было доведено до абсурда, зафиксировано в законах. Были введены нормы, которые государство поддерживает. И сейчас это превратилось в проблему, потому что точно так же, как вот Оля Бежанова рассказывала, как там в Штатах читают что-то типа, не молитва, а такой спич, где говорится о том, что мы там потомки колонизаторов, которые притесняли свободолюбивые там индейские племена, там, или вот эти вот, короче говоря, тех, кто жили на этих территориях до прихода европейцев, вот, мы там порицаем это все там и так далее, и так далее. Это превратилось в такую форму ритуалов, которые не могут не раздражать там любого здравомыслящего человека. И вот у нас языковой вопрос, он тоже как бы стал такой формой хунвейбинства, да, вот как во времена культурной революции в Китае были эти люди, с помощью которых Мао решал вопрос перераспределения власти. И у нас точно так же с помощью мовного питания, с помощью исторических вопросов решают вопрос перераспределения власти. И вот мне кажется, что вот эти культурные войны в США, вот они в своем основании, да, с точки зрения вот логики, как осуществляется власть, они перекликаются, но не полностью, потому что там есть вещи, которые там намного, скажем так, вообще непонятны для украинцев, вот, которые смотрят на американскую ситуацию, поскольку Украина не является такой, скажем, во-первых, большой страной, во-вторых, не такой мультинациональной. Она, как и Польша, как и Словакия, она более однородна с точки зрения того, что большинство населения является просто белыми. И поэтому там вот эти все расовые вопросы, которые характерны для США, для нас они являются просто непонятными, объективно, в силу исторических причин. Но вот этот тезис, мне кажется, важен в том числе и для украинской аудитории. Почему у нас тоже запрос на подобного рода политику будет увеличиваться в ближайшем будущем? Да, можно еще тут Давай. добавить?
Я абсолютно согласна, что тут параллель очень четкая. Естественно, есть свои этнографические, культурные специфика. И просто хочу еще добавить, что вот эти вот новолевые дискурс, он абсолютно вторит вот изначальному религиозному дискурсу по своим ритуалам, экскоммуникации, да, cancel culture, это же, в принципе, исключение из общины, исповедями такими публичными, доктриной первоначального греха, то есть цвет твоей кожи, если ты белый, то первоначально ты просто уже ты рабовладелец и расист, даже если ты не хочешь им быть и так далее. Вот. Я считаю, что абсолютно в Украине языковой вопрос – это единственное то, что может людей цеплять, так как в своем культурном контексте. И опять-таки подавляющее большинство электората, которое мы видели, как оно проголосовало в 2019 году, но и этнографические исследования, которых очень много, которые показывают, что большинство людей, вне зависимости от части страны, на западе, юге и севере Украины, они всегда это считали именно такой ширмой. Они не просто были не заинтересованы этими вопросами языковыми, и, я уверена, остаются такими. Они просто считали это таким подвохом политическим и обманом. То есть в Штатах мы такого не видим, там немножко, я думаю, более наивный электорат, если я себе могу позволить такое обобщение, там просто люди выражают незаинтересованность. А в Украине люди вот вместе с нами видят через эту как бы загородку, потому что проблемы, во-первых, государственности такие острые, такие большие, проблемы финансовые такие гигантские, что эта мысль, она всплывает очень, очень быстро у многих. Хорошо, тогда такой вопрос к Майклу. Перед выборами многие, скажем так, многие американские там эксперты, там, да, журналисты выражали опасения, что в США может начаться гражданская война. 25%, по-моему, вот некоторые социологические опросы показывали, что в США может начаться гражданская война из-за того, что на выборах произойдет вот казус непризнания их итогов. Ну, прежде всего, подразумевали, что трамписты не признают результата выборов. И поэтому конфликт будет настолько глубок, что пойдут такие события. Но, как мы видим, Харрис, в принципе, абсолютно спокойно признала свое поражение, потому что оно было впечатляющим. И, собственно, ничего не произошло. И Трамп сконцентрировал такие огромные полномочия сейчас, такую огромную власть. Несмотря на то, что она распределялась в Соединенных Штатах, но тем не менее, фактически, у него вся полнота власти там, да, у его политической силы. Хотя мы понимаем, что у республиканцев тоже есть там свои группы влияния внутри республиканской партии, между ними будет идти конкуренция, но нужно отдать должное Трампу, что за эти годы он переформатировал не только свой электорат, но и республиканскую партию с точки зрения соотношения элит. Да? Так вот, я как историк помню такое явление, которое там в 19 веке марксисты называли там бонапартизм, вот. А относительно другого исторического периода цезаризм, когда поздняя Римская республика вошла в кризис в первом веке до нашей эры и не смогла, там появился триумвират Помпея, Краса и Цезаря, потом он распался, и Цезарь в конце концов пошел против республики и стал императором после серии гражданских войн. Там. Потом его убили, и Октавиан Август стал первым императором, и началась эпоха принципата. Так вот, я это все к чему говорю, что не может ли так оказаться, что вот эта полнота власти, которую сконцентрировал Трамп, приведет к усилению авторитарных тенденций в американской политической системе, и вот этот запрос на такой действительно авторитарный характер власти, который единым ударом разрубает Гордиев узел многих противоречий, будет способствовать тому, что политический режим в США,
он начнет существенно видоизменяться. Тем более, что если посмотреть за дискурсом, который в самих США как бы там разворачивался на протяжении последних лет, то в том числе из демократического лагеря появились голоса относительно того, что необходимо пересмотреть Конституцию, возможно вообще написать Конституцию, которая соответствовала бы реалиям. И тем самым, ну вот этот вот запрос на изменение политической системы, в которой есть такие анахроничные вещи, ну, например, вот коллегия выборщиков многими в качестве такой воспринимается, требует вот радикального пересмотра этой политической системы. Так вот, я к чему говорю? Майк, в вашем вот понимании, американское общество насколько имеет вот такой вот запрос, чтобы сохранить, и способно ли оно сохранить систему сдержек и противовесов, которым отличается американская политическая система, на будущее, на перспективу, и вот насколько вероятно скатывание того, что там пойдет по пути большего авторитаризма, как пошел там, допустим, Орбан там, или, ну, в меньшей степени это касается Словакии там и Фица, но вот арбанизация Америки, вот назовем так. Не случайно Орбан подтянулся к Трампу на опережение, там, да, и, скажем так, ему удалось преуспеть в этом. Вот, Трамп будет настолько авторитарным, сколько можно. Дело в том, что очень тяжело стать диктатором в Америке. Изменить Конституцию почти невозможно. Наша система построена, чтобы было очень тяжело любому президенту, даже если его партия контролирует и Конгресс, и Нижний палат, будет очень тяжело ему изменить систему кардинально. Но, конечно, есть опасности, что через 4 года наши институции будут отслаблять. Они, ну, типа, не существуют благодаря Конституции. Эти институции существуют благодаря тому, что у нас есть ну, больше 200 лет демократия. И есть такая традиция. В 2020 году Трамп проиграл на выборы. И он пытался давить на республиканских администраторов, которые находились в штате Аризона, в штате Джорджия, чтобы они нашли для него 11 тысяч голосов. Это в случае Джорджия. Потому что ему надо было получить столько голосов, чтобы победить. Дело это приписывать. В 2020 представители республиканской партии были не готовыми пойти на такой шаг. Что будет через 4 года, я не знаю. Как уже было сказано, республиканская партия уже стала партией Трампа. У той партии есть настоящая поддержка среди населения в многих штатах, в том числе в моем. Конечно, будут демократы, которые в Мичигане будут победить на выборы разные, в промежуточные и все такие. А тем не менее, влияние республиканской партии расширяется. И из-за того, что это стала партией Трампа, действительно, в 2028 есть шанс, что процесс урбанизации уже будет на высший уровень. И очень много у нас переживает, что как-то Трампу удастся менять Конституцию, чтобы отменить 22-ю поправку, которая ограничивает количество срок президента. Сделать обнуление по-американски. Я вообще не боюсь, что ему удастся. Это просто фантазия, что ему получится менять Конституцию. Но, как тоже было сказано, у него есть вице-президент Джей Ди Ванс. Ванс лет всего лишь 5-6 тому назад был умным, интеллигентным человеком. Он писал хорошую книгу. Он дал очень много, очень глубоких интеллектуальных интервью ведущим из CNN, из либеральных СМИ. Все любили его, потому что он действительно был консерватором с умом. Он стал трампистом.
И, конечно, это не из-за глубокого состояния в сердце. Он оппортунист, он довольно успешный манипулятор, и он может проиграть на выборы в 2028 году таким образом, как Трамп проиграл в 2020, и, может быть, в следующий раз процесс урбанизации уже будет на таком уровне, в котором он станет президентом, несмотря на то, что проиграл на выборы. У нас есть период опасности впереди, и очень много, который не было возможным даже в 2016, когда Трамп первый раз победил на выборы, стало возможным. И нам придется быть начеку, и это будет намного сложнее при нынешних обстоятельствах, в которых все уже привыкли к многим. Трамп действительно пытался отменить выборы 2020 года. Может быть, вторая попытка будет более успешной. Угу. Вот еще я хочу продолжить эту линию. Ольга Бежанова написала пару интересных комментариев. Она говорит, что Трамп уже был президентом и как раз наоборот был не авторитарным, а слабым. Никаких институций он не ослабил. И Трамп заполнил освободившиеся места в Верховном суде согласно Конституции. В отличие от демократов, он не предлагал разбавить суд своими дополнительными судьями. Так он и в первый раз обещал осушить болото, имеется в виду Deep State, и ничего не произошло. И мы помним, что во время избирательной кампании Трамп говорил о том, что необходимо привлечь, по-моему, 60 тысяч человек для того, чтобы он начал их искать, для того, чтобы полностью сместить Deep State и произвести глубокие изменения. И вот в этом контексте очевидно, что в отличие от первого раза, когда он зашел на президентский пост, и сразу его назначения были связаны, мы увидели в том числе и представителей дипстейта от республиканцев, которые заняли много должностей, и у него сразу была куча конфликтов с ними, которыми вообще сопровождалось все его президентство первое, и была настоящая кадровая чехарда, которую в мемуарах потом и Болтон, и много кто описали, и это было потешно даже местами читать. Но сейчас за счет того, что, как вы говорите, Трамп переформатировал республиканскую партию, очевидно, что его команда будет более монолитна в том плане, что она будет более радикальна в своих взглядах, и Трамп будет действовать с меньшей оглядкой на старую республиканскую гвардию, old school такой, республиканской партии. И в этой логике, как вы считаете, насколько планы Трампа по переформатированию дипстейта действительно могут быть серьезны, что у него хватит ресурса организационного, кадрового для того, чтобы осуществить это осушение болот, которое он еще в прошлый раз обещал? Думаю, что вы уже ответили на вопрос. Реально, Трамп уже переформировал республиканскую партию. В 2017, когда он стал президентом, ему пришлось назначить уважаемых людей из истеблишмента, из Deep State, но у нас нет глубокого государства, но есть традиция и есть истеблишмент. Есть опытные люди, которые всю жизнь работали в сфере госслужбы. Это Deep State, допустим. Их не будут в новой администрации Трампа. Не будут этих генералов, которые пришли и ограничивали его в первые 2-3 года администрации, и потом в 2020 году выступали за Байдена, и в 2024 году выступали за Харриса, и рассказывали про ужас и опасность повтора прихождения Трампа в Белый дом. Таких людей не будут. В своей партии в 2016 были много конгрессменов и сенаторов, которые действительно не поддерживали Трампа и открыто противостояли ему. Этого уже не будут. Про систему правосудия. Уже есть очень много судов, которые назначены Трампом во время первого срока. У Верховной судьи есть
подавляющее большинство консерваторов, ему не надо добавлять количество судов, потому что он, в принципе, уже контролирует Верховный суд. Ослабление наших институций уже идет. Уже несколько шагов по той дороге мы уже прошли, и я не знаю, сколько шагов осталось. Но второй срок Трампа будет намного хуже, фактически, чем первый. Дело в том, что мы уже привыкли к этому процессу. И нам будет в много раз намного менее заметно. Трамп не будет организовать концлагеры. Не будут солдаты Нацгвардии, которые собирают нелегальных мигрантов и отправляют их в Мексику. Этого не будет. Ослабление этих институций продолжается. И до 2028 года есть реально вероятность, возможность, что Америка будет намного более похожа на Венгрию, чем я сейчас. Угу. Анастасия, вопрос такой. Вот чем можно объяснить, что к Трампу произошел переток такого крайне левого демократического крыла от Берни Сандерса, воплощением этого крыла был Берни Сандерс, да? И вот это очень интересная тенденция, что это именно произошло, что они оказались у трампистов. Мы с тобой перед эфиром, когда разговаривали, мне это напоминает, как у Гитлера появились братья Отто и Грегор Штрассеры, левые, которые, собственно говоря, дополнили НСДАП этой социальной компонентой, и это сыграло важную роль, что Гитлер потом поднялся к высотам авторитарной власти и позже там сумел полностью подчинить себе немецкое государство. С чем это связано? Как крайне левые оказались, собственно говоря, у Трампа? Но дело в том, что это опять мы возвращаемся к этим гнусным культурным войнам, и произошло в издании Guardian в Британии в 2016 году, сразу после первых выборов Трампа, была серия замечательных статей, где признавались, конфессия была всяких учителей йоги, которые были поклонницами Берни Сандерса, такими очень левыми в старом смысле этого, то есть такие социалистическими, марксистскими наклонностями, которые потом проголосовали за Трампа, и они не могли это рассказать своей семье, своим мужьям, и, в общем, анонимно писали об их опыте. Значит, дело в том, что пойдешь далеко налево, придешь направо, и так действительно получилось в Соединенных Штатах, потому что дискурс, который начал вертеться вокруг телес, вокруг тех тем, которыми озабочены крайне правые религиозные части Соединенных Штатов, их отзеркалила крайне левая в данный момент, и не только они начали быть озабоченными одними вопросами, на которые они дают противоположные ответы, а ответы стали уже походить друг на друга. То есть боязнь так называемого эстаблишмента, это из крайнего левого, из крайнего правого. Антиваксеризм процветал как с крайнего правого фланга, так и с крайнего левого. Значит, недоверие СМИ, прессе и так далее. То есть все эти вещи во многом сошлись. И поэтому те, кого отфутболила центристская демократическая партия, они в некоторых случаях примкнули странным образом к Трампу. Тут, мне кажется, еще стоит сказать, что переформатирование республиканской партии, о котором вы только что говорили, тут две части. Тут, с одной стороны, тот так называемый deep state, люди с бюрократическим опытом, старые военные и так далее. Это одна часть этого. Но вторая – это сама партия и ее политическая составная, которая сейчас, ставшей партией Трампа, уже обязательно будет включать более внятных консерваторов, таких рейгановских так называемых республиканцев, типа того же Венса.
да, который вроде бы 5 лет назад звучал нормально, а сейчас он стал трампистом. И с одной стороны можно сказать, что они все сошли с ума, но с другой стороны администрация Трампа и партия будет просто по факту того, что большинство все-таки республиканцев, они не по своему личному убеждению и даже по недавней личной политической истории они не трамписты. Мне кажется, эта партия будет и вообще политика Трампа будет более разнообразной. И, в принципе, тут у меня появляется немножко такой осторожная нотка оптимизма. Потому что уже в этой партии, ну, особенно через 2 года, когда будут выборы в Конгресс, но сейчас уже, есть очень много людей, которые аргументировали помощь Украине более серьезную, чем ее давала администрация Байдена. Но помощь, которая должна обуславливаться переговорами, в которым будут подталкивать Киев. И вот если мы хотим пару слов сказать о последствиях для Украины, то я, наверное, думаю, что тут у меня есть такая очень-очень осторожный оптимизм, доля. Угу. Майкл, как вы думаете, что приход Трампа и его команды будет означать для Украины? Вот в контексте тех сложных отношений, которые ближе к концу демократической администрации наблюдались вот между Украиной и Вашингтоном, между Киевом и Вашингтоном. Вот что с собой может принести Трамп? Потому что колеблются вот апокалиптические, но настроения в Украине от апокалиптических, потому что меня вчера, значит, одна из моих подписчиц спросила: Юрий, вы не уехали из Киева вместе с семьей? Я говорю: почему я должен уехать? Ну вот Трамп победил, и, значит, фронт вдруг рухнет, и, значит, и все, нас сливают. Ну, я посмеялся, конечно, сказал, это бред. Вот. А с другой стороны, есть другие настроения, другой полюс, что Трамп и его команда возьмут Украину там чуть ли не под внешнее управление. И я тоже тут сказал ха-ха-ха. Вот, для того, чтобы вот... Что? Ну вот я не верю там в то, что Трамп будет действовать подобного рода образом, потому что он будет, скажем так, сбрасывать весь неликвид и уходить от любых решений, которые будут требовать дополнительных ресурсов, времени, людей там и так далее, и так далее, и так далее. Но вот в вашем понимании, какой будет политика Трампа относительно Украины? Вот, ожидаю, что не будет ничего хорошего. Дело в том, что политика Байдена и продолжение той политики при Харрис было бы тоже не очень хорошо для Украины. Украина давно не получает то, что нужно, чтобы победить. И при Харрис тоже было бы недостаточно, при Трампе тоже будет недостаточно. Единственный вопрос, насколько меньше будет при Трампе и насколько это будет решающе, реально для фронта. Мне очень тяжело представить себе, что Трампу удастся настаивать, что Путин перестал воевать. Это нереально. Но он может позвонить Путину, позвонить Зеленскому и потом сказать, что Зеленский не хотел заключить договор. Это вполне реально. При этом поддержка для Украины со стороны Европы продолжает, но будет тяжелее. Короче, я не вижу причину для оптимизма, но я тоже не вижу причину предполагать, что все рухнет в течение нескольких месяцев. В течение нескольких лет, может быть, но при политике Байдена все уже шло в ту сторону. Можем ждать, надеюсь. Угу. То есть правильно ли я понимаю, что Америка будет оказывать Украине военную помощь какую-то на уровне, наверное, более низком, если в такой логике? То есть короче говоря, вы хотите сказать, что подморозка войны не в вашем варианте не является сценарием, который будет реализован в ближайшие месяцы, а война будет продолжаться вот в таком формате, как сейчас идет, или что? Вот какой базовый сценарий вы видите? Да, продолжение того, что мы видим сейчас, продолжение статус-кво. Скажу тоже, что есть очень много и у демократов, и у республиканцев, которые предполагают,
что можно с Путиным заключить мирный договор. Ну, типа land for peace, земля на замен мира. И лично я очень сомневаюсь, что российская сторона будет готова перестать воевать, когда реально у российской стороны есть преимущество прямо сейчас на поле боя. И это было бы при Харрис, и это будет при Трамп, и повода для оптимизма не вижу. Но тоже, опять, не вижу повод для типа катастрофизма. Война продолжает. И все. Мгм. Как вы думаете, насколько администрация Трампа может быть, скажем так, более системно вовлечена в Украину? С точки зрения, они прагматики. Вот они в большей степени прагматики. Они по поводу бизнеса, по поводу понятного им языка цифр, что получает Америка. Линдси Грэм там говорил по поводу ресурсов, что в Украине много ресурсов. И Зеленский это подхватил. И в принципе Украина, наверное, могла бы каким-то образом сейчас дать преференции для американских компаний, чтобы они сюда заходили, там, в нефтедобычу и так далее. Но опять-таки многие из них, возможно, будут бояться, если Трамп не скажет, что там американское государство будет вписываться, если в том случае, если там, допустим, Россия будет бить ракетами там, или шахедами, например, по буровым установкам, которые там Chevron там, или ExxonMobil могут разместить там на Западной Украине там, или в Харьковской области. То есть вот как вы считаете, для Украины сейчас что было бы правильным? Переходить в какую-то конкретно прагматичную логику и говорить, вот мы вам, вы нам, вы сюда получили преференции там, а вы нам там помощь там. Поскольку мне кажется, что дальнейшие такие заявления Зеленского в духе, что мы там форпост демократии, что давайте за справедливый мир там, и так далее, но это уже с Трампом точно не будет работать. И для них это пустые слова. Только могу сказать, что я согласен. Я не вижу рычаги, которые есть у Украины, которые могут использовать, чтобы получить более поддержки от США. И это было бы при демократах, и это будет при Трампе. Просто ситуация есть такая, как есть. И самый вероятный сценарий – это просто продолжение статус-кво. И статус-кво ужасно. Но изменить статус-кво не в полномочия ни у Трампа, ни у Зеленского. И пока Путин не готов перестать воевать, война не закончится. Угу. Настя, ты как считаешь, что будет политически выгодно и невыгодно Трампу? Да, я тут опять маленькую каплю оптимизма добавлю, потому что, смотрите, у Штатов есть очень большие возможности вооружить Украину намного больше, чем Штаты вооружают Украину все это время. Гигантско, больше, очень легко можно вооружить Украину. Это можно делать с разными условиями. С условиями того, мы видим, как мы исполняем условия неиспользования оружия на российской территории. Можно поставлять оружие с условиями, что это будет сугубо оборонное оружие, и при условии, что Украина будет входить в процесс негациаций. Дело в том, что для Трампа, который пообещал остановить инфляцию, развернуть ее вспять, и это он, конечно же, не сделает, и под ним с 2017 года экономически все было очень нехорошо в Штатах, ему нужна будет какая-то альтернативная политическая победа. То есть для него Украина сейчас будет являться, тем более, если он захочет отменить 22-ю статью и захочет править еще дольше и дольше, для него будет очень важно показать какую-то победу. Действительно, сейчас все устали от войны в Украине, никто не видит ее конца, все вошло в тупик, и какое-то завершение на условиях, конечно, которые сейчас будут намного менее выгодные для Украины, чем они были бы в начале 2023 года. Мне кажется, там будут идти обсуждения того, как это сделать.
Так что я считаю, что, конечно, никаких радикальных перемен мы прогнозировать не можем, но возможность, ну, та политическая возможность, которую представляет завершение войны в Украине, она будет на столе у Трампа, я уверена. Мгм. Михаил Штейнбург пишет: я на эфире говорил, что если кто из окружения Трампа убедит его, что уделать Путина в Украине это повысит его статус и покажет всем, какой он сильный и крутой, то Трамп вооружит Украину до зубов. Ну, это вопрос вот как раз такой стремление Трампа к статусности, быть таким альфа-самцом, которым он, Ну, собственно, есть является. такое. Тут есть еще такая история, надо помнить, все слушают слова Трампа, все говорят, что он врет, а потом все начинают анализировать его слова. А я думаю, что все-таки стоит обратить внимание на его историю. Все-таки уже много раз говорилось, но это не делает из этого лжи, то, что Путин не нападал на Украину под Трампом. Не только история с этими джавелинами, которые Трамп нам дал, и никто вообще нам ничего не давал. Но надо вспомнить, что в 2017 году Трамп вместе с американские войска под Трампом вместе с курдами просто пульверизировали вагнерцев в Сирии. А потом осенью 2020 года, когда Путин первый раз до 21-го подогнал войска в Крым на учения в большом количестве, по указу Трампа НАТО, британские и американские стратегические бомбардировщики кружляли несколько раз над Черным морем, над Геническом, над Мелитополем. И войска российские отошли от границы Крыма. Вот, то есть история тут действительно такая... Ну, Настя, извини, но это такой слабый аргумент, потому что мы прекрасно понимаем, что ну, как бы не из-за того, что бомбардировщики летали, там отошли россияне, потому что ну, совершенно очевидно, что не стали бы Штаты там входить в войну вот таким радикальным способом. Ну что, они нанесли бы, бомбардировщики эти нанесли удар по Крыму там или еще что-то. Ну, это unreal. Мы не говорим, что это реал, это не реальность, это игра символов, игра вот то, о чем ты только что сказал, что это игра маскулинностей и доказательств того, что вот я такой крутой и сильный чувак. Вот это действительно играет роль, и мне кажется, ну, такое действие, оно было тогда значимо. Ну, в той ситуации, естественно. То есть для Трампа показать, что он сильнее Путина, когда Путин очень сильно ослаблен, будет очень сильной картой. Так что он об этом действительно будет думать. Хорошо. Майкл, хотите что-то добавить или нет? Ну, скажу просто так. Думаю, что продолжать обеспечение, например, снаряд 155 миллиметров, это реально. И это достаточно, чтобы Украина продолжала свою оборону. А нету у нас реально достаточно много оружия, которое мы можем просто отправлять в Украину, чтобы Украина победила в сегодняшний день. У нас есть, конечно, военные силы, которые больше, чем достаточно. И это F-35, F-22, с натовскими пилотами и все такое. Но, конечно, мы не будем вступить физически прямо в конфликт. И поэтому продолжение войны – это самый вероятный просто выход из ситуации. И это не выход, конечно. Это самое вероятное развитие ситуации. Продолжение того, что мы видим сейчас. Угу. Хорошо, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Настя, если есть еще реплика, то я тебе с готовностью ее дам. Но в любом случае, мне кажется, что у нас получился очень такой глубокий и интересный разговор. И за это спасибо нашим гостям: Анастасии Пилявский, Майкл Васюра, который работал корреспондентом Newsweek в Украине. И я думаю, что это не последний эфир вот в таком формате. Может быть, мы еще что-то сделаем отдельно, вместе. Но во всяком случае мне понравилось. И это такая лиха беда начала, как говорят у нас. Вот, спасибо нашим гостям. Я за. Спасибо. Настя.
Все, друзья, на этом заканчиваем. В Киеве тревога, будьте внимательны, потому что шахеды там сейчас летают, мы видим, ночью практически беспрерывно, и даже утром, и днем они тоже летают, поэтому берегите себя, не только в Киеве, везде в Украине. Завтра у нас будет Оля Бежанова в эфире, она здесь очень много писала, и я просто уже сегодня не смог ее в график вписать, у нас и так 3 эфира получилось. Поэтому завтра она обязательно тоже будет и разовьет вот своими комментариями эти темы, которые мы поднимали по Трампу и по ситуации в США. И, естественно, у нас будут наши тяжеловесы, которые обычно в пятничные эфиры выходят. Поэтому ждем вас завтра и до новых встреч. Обнимаем, целуем, пока.